Всем привет! Я продолжаю изучать Canon EOS R. Ролики буду понемногу выкладывать на своем канале. Пока что до полноценного обзора я не дошел. Все-таки камеру нужно изучить получше. И сегодня у нас с вами такая достаточно интересная тема: использование EFS оптики на полнокадровой Canon EOS R. Давайте посмотрим, как это все работает. Вообще сразу хочу отметить, что использование EFS оптики на Canon EOS R заявлено изначально производителем. Казалось бы, зачем это нужно? Бери полнокадровые стекла и используй сразу их. Но не все так однозначно. Самое очевидное, для чего можно использовать EFS оптику, так это для съемки 4К видео. Если вы не в курсе, то Canon EOS R снимает 4К с кропом 1.8. Изначально вообще говорилось про кроп 1.7, 1.74, но люди в сети подсчитали, что все-таки тут кроп именно 1.8. Сами знаете, что у EFS оптики вообще система APS-C Canon кроп 1.6, соответственно, мы ставим здесь объектив, и даже у него немного углы срезаются при съемке. Самое интересное, что при съемке EFS объективами по какой-то причине даже в Full HD кроп все равно будет 1.8, а не 1.6. И второй момент, который также стоит отметить, то что Full HD при съемке с помощью объективов EFS, с помощью крупных объективов, у вас не будет 50-60 кадров в секунду. Вы не можете их снимать только в HD качестве. Full HD его не будет, соответственно, если ставите обычные EF стекла, то вы можете снимать 50-60 кадров в секунду. С EFS стеклами такой возможности нет. И на самом деле очень хочется, чтобы этот момент поправили прошивками. Я надеюсь, все-таки проблема какая-то программная, а не на аппаратном уровне. Потому что, ну, честно говоря, сейчас это просто выглядит как издевательство над теми, кто купил эту камеру. Возвращаясь к вопросу использования EFS оптики при съемке видео на этой камере, стоит отметить, что в принципе именно кроп объектива отлично подходит. И кажется, что использование полнокадровых объективов для съемки 4К на этой камере избыточно. Потому что, в принципе, и кроп стекол достаточно для того, чтобы получать отличное качество изображения. Другой вопрос, что если мы уж берем совсем премиум сегмент, то можно рассматривать какие-то топовые прям решения от Canon, от Sigma. Ну, например, там Sigma 20 мм f1.4 точно даст гораздо более интересный с технической точки зрения результат, чем любое кроп-стекло. Но это уже немного высший сегмент. Если мы берем именно использование кроп-зумов или полнокадровых зумов, то тут особой разницы вы не увидите, при том, что полнокадровые зумы, конечно же, стоят дороже, чем кроп. Поэтому, мне кажется, достаточно неплохой вариант использовать кроп-объектив для съемки 4К видео на данной камере. 25-30 кадров в секунду, в принципе, вы можете писать что с кроп-объективами, что с полнокадровыми, так что тут особой разницы в этом вопросе я не вижу. Если вы снимаете Full HD, то, конечно, стоит использовать полнокадровые стекла, чтобы получить хотя бы 50 кадров в секунду. Вернемся к вопросу фотографирования. Да, с точки зрения логики, конечно, стоит использовать полнокадровые объективы. Они в полной мере раскроют потенциал матрицы, которая установлена в Canon EOS R. С другой стороны, многие все-таки переходят со своих кроп-камер на полнокадровые камеры Canon в том числе. И у многих скапливается какой-то парк EFS оптики. И если вы покупаете, например, Canon 5D Mark IV, то переход может стать проблемой. Вам придется продать и фотоаппарат, и все свои объективы. В случае с Canon EOS R вы можете продать свой кроп-фотоаппарат, купить Canon EOS R и постепенно менять свою оптику с неполнокадровой на полнокадровую. В принципе, фотографировать с помощью EFS объективов на данном фотоаппарате достаточно просто. Подключаются они так же, как и EF стекла, через переходник. Кроп-фактор автоматически настраивается в камере, то есть как только вы подключили EFS стекло, он это определяет, сразу ставит кроп-фактор 1.6 непосредственно в тушке, и дальше вы можете снимать, ну, как на свою предыдущую буквально кроп-камеру. EFS объективы не рассчитаны на такую большую матрицу, естественно. У вас в тушке, когда устанавливается режим 1.6, по сути, вы получаете только центральную часть кадра, но сам угол обзора, он, в принципе, соответствует тому, что вы увидите на кроп-камере. Что касается разрешения итоговых снимков, то оно будет около 11-12 мегапикселей. В принципе, по-моему, с этим можно жить.
что по итогу вы можете достаточно удачно использовать EFS объективы на камере Canon EOS R. Я вам сегодня рассказал и про фото, и про видео. С моей точки зрения, конечно, все равно вам постепенно нужно переходить с EFS стекол на EF. Особенно это касается тех, кому интересна фотография. Потому что все-таки EFS стекла не раскрывают полностью потенциал этой тушки. Что касается видео, те, кто снимает видео, особенно в 4К, я особой разницы между использованием EFS и EF не вижу на этой камере, особенно если вы снимаете в 4К. Если вы снимаете Full HD, то да, пожалуй, стоит все-таки тоже использовать EF оптику. Если же в 4К, то в принципе тут вы можете получить за счет возможности подключения EFS стекол более дешевые решения, более широкоугольные решения, потому что я вот, например, здесь также пробовал использовать Canon 17-55 мм. Он отлично выводит картинку с этой камеры, и в принципе мне кажется, что использовать его достаточно удачно. Сейчас у меня здесь стоит Canon 35 мм f2.8 STM макро. Предыдущее видео я снимал вот этой вот связкой. Вы можете перейти по ссылочкам в описании, посмотреть на качество картинки, там именно снято в 4К. Ну и, собственно, это на сегодня все. Это было небольшое видео про возможности Canon EOS R по отношению к EFS оптике. Спасибо за внимание, вы были на канале Полный Кадр. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и ждите новых видео. До скорых встреч, делайте правильный выбор.